По сообщению Министерства обороны России, 4 мая, в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего, вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8 и 9 мая 2026 года объявлено перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта инициатива, к слову, активно поддержанная и президентом США Трампом в ходе телефонного разговора с президентом России 29 апреля, вызвала нервную, истеричную реакцию на Банковой. Зеленский неуклюже пытался принизить ее значение, затем стал намекать на возможные удары дронами по параду на Красной площади. Причем его буквально коробило от упоминания любых мероприятий в Москве по случаю победы над фашизмом. После заявления Министерства обороны России о готовности решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима, Зеленский поспешно попытался объявить о начале некого перемирия в ночь с 5 на 6 мая. И нет никаких сомнений в том, что этот шаг продиктован не только попыткой, медийно перебить тему объявленного Россией режима тишины по случаю Дня Победы на период с 8 по 9 мая, но и реально тяжелым положением ВСУ на фронте. Киевскому режиму крайне нужна передышка для их перегруппировки и подготовки к продолжению боевых действий и террористических актов. У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать, как вы видите, и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру, а насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар. Хотелось бы также подчеркнуть, что вооруженные силы России продолжат решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима. Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлению Министерства обороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения. Я еще раз обращу внимание на тот комментарий и те материалы, которые были опубликованы накануне на сайте Министерства иностранных дел, которые сообщают о том, что зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций, аккредитованные при Министерстве иностранных дел в нашей стране, в России, были информированы Министерством иностранных дел о соответствующих шагах, которые будут предприняты в случае реализации угроз Зеленского, а также были проинформированы и страны, иностранные государства нашими дипломатическими представительствами и поспредствами при международных организациях. Ссылку на этот комментарий и на соответствующие ноты дипломатические, которые были направлены в адрес зарубежных государств и международных организаций, мы разместим в тексте сегодняшнего брифинга. Мы призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись как к рекомендации Министерства обороны своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войны, так и к материалам, которые были опубликованы на сайте Министерства иностранных дел России.